была задача сказать правду, потому что к этому времени уже много времени прошло после войны, и спустя много времени, значит, уже в основном это про войну стали делать военные приключения или партизан-фильмы, мы их так называли, где, в общем, так сказать, занимательность сюжета в основном, так сказать, на первый план выходила. А вот эти страшные, так сказать, подробности настоящей войны, они очень редко попадали на экран. Когда я был в Минске, там, по сценарным делам, мне дали хатынскую повесть. Сказали, что покажите брату. И Лем говорит, это вот мое, потому что я все время хотел сделать фильм о войне, потому что я сталинградский мальчик. В 1942 году, мне там год был, да, и Лему, соответственно, значит, 9 лет, уже немцы бомбили Сталинград, и мы ночью переправлялись на ту сторону в эвакуацию. И вот я не помню, а Лем рассказывал, что город горел, Волга горела, там вылилась нефть. Вокруг нас вода кипела от взрывов. И вот эта память у него, значит, потом эвакуация, потом мы вернулись через год. И разрушенный Сталинград, полностью уничтоженный, огромное количество, значит, снарядов, и они, мальчишки, вот эти снаряды, оружие было у них на руках. И вот вся вот это, так сказать, детство прошло с оружием в руках. И недаром вот начинается фильм «Иди смотри», как они раскапывают оружие. Он говорит, я хотел все время фильм о войне делать. Как раз попался материал, где вот Адамович про себя написал в основном, потому что он был 15-летним мальчиком, попал в партизанский отряд там вместе со всей семьей. И я в его книге увидел всю правду о войне, вот что же там происходило в Беларуси. А Белоруссия больше всех пострадала там. 628 полностью сгоревших деревень. И потом, когда он начал общаться с Адамовичем, тот ему дал книгу, значит, которую они с 3 журналистами, объехав всю Белоруссию, там собрали воспоминания всех переживших этот, можно сказать, геноцид. И это было невыносимое, так сказать, чтение. Но он говорит, это нужно сказать, чтобы люди знали, как это будет, потому что когда теряется память, то теряется и будущее, потому что, значит, нет защиты у нового поколения от того, что может произойти. Долго не давали снимать «Иди и смотри». Первый заход, да, 1977 год. Госкино там прислало такую карательную команду в Минск на заседание худсовета, где дали 11, хотя это немного поправок, но которые, так сказать, полностью уничтожали весь замысел. И фильм был закрыт, и Лем не согласился, конечно, и Адамович не согласился. И потом случилась трагедия. В 1979 году погибла Лариса Шипитько, его жена. Значит, это был удар страшный для него. Когда вот он узнал о гибели Ларисы,
тут же прилетел на Мосфильм. Вот. И Сизов, директор Мосфильма, выразил ему соболезнования и в следующем предложении сказал, что много денег затрачено уже на подготовку фильма, и ты должен за нее фильм «Прощание» по повести Валентина Распутина доснять. Вот, мы прочитали сценарий и поняли, что надо писать новый, потому что они хоть были и мужем, и женой, но они разные режиссеры с разным видением. И то, что, так сказать, годилось для Ларисы, она под себя же писала сценарий, теперь нужно было писать под Илему. И вот мы там таким образом работали, что утром выезжаем на съемки, целый день снимаем, а ночью пишем следующий эпизод, который завтра снимаем. Вот в таком вот, так сказать, ритме мы работали. Вот. Но во многом, конечно, эта работа его спасла, потому что он, как говорится, в нее окунулся, и вот эта трагедия, она как бы не так мучила его. Тут вдруг надо было к 40-летию в 1985 году победы, значит, сделать фильм, и каким-то чудесным образом, значит, открылась эта возможность, хотя он уже, как говорится, и не мечтал снимать «Иди и смотри». Значит, Адамовичу предлагали других режиссеров. Там была целая очередь. И Адамович говорил все время: нет, только Илем. Вот только Илем может снять. То есть они так уже подружились и прониклись друг другом, и прониклись общим замыслом, что Адамович никому не давал. Только Илем снимать, и дождался. Мы снимали настоящих жителей. А актеры, так сказать, были на второстепенных ролях. А общая, так сказать, вот массовка вся действующая была составлена именно из жителей, потому что нужно было вот какую-то непосредственную народную реакцию иметь. Актеры все-таки, они каким-то образом играют всегда. Вот, они обладают мастерством каким-то, и поэтому они включают свое мастерство и изображают то, что как нужно было. А эти играют непосредственно. И задача режиссера была их так раскрепостить, вплоть до того, что там Адамович собирал их в кружок и читал вот главы из книги «Я из огненной деревни», вот эти воспоминания переживших ужасы. И таким образом, так сказать, возбуждал их на их собственные воспоминания и рассказы, и, в общем, так сказать, доводили их до таких достаточно серьезных состояний. Вот эта жуткая сцена в амбаре, который сжигают вместе с людьми, там же участвовала вот эта массовка, это жители этих деревень. У них у всех генетическая память об этой войне. Кто-то помнил это вживую, кто-то по рассказам, так сказать, родных. И поэтому, когда там набилось это огромное количество людей в этот амбар, Леша Кравченко, мальчик, да, которому там 13-14 лет, он говорит: я чуть с ума не сошел от ужаса, потому что такой воздух был. Они вдруг вспомнили, как это было на генетическом уровне. Вы знаете, сложность, вот самая главная сложность фильма в том, все режиссеры мечтают снимать последовательно, от начала до конца, в живой последовательности, как в театре.
Вот. Но, так сказать, практика зачастую, так сказать, диктует свои условия. Там надо снимать начало, потом конец, потом середину, потом снова начало. И в зависимости от занятости актера, там, от погоды, от места съемок и прочее. И здесь, поскольку снимался мальчик, который, в общем, так сказать, непрофессиональный, вообще мальчик с улицы, можно сказать, который не владел ни мастерством актерским, ни жизненным опытом, ничем. И поэтому он должен был прожить от начала до конца всю роль, без прыжков временных. И вот это затянуло съемки фильма на 9 месяцев. И вот это добавляло очень большую сложность, потому что это нужно было зависеть от погоды, от всего. И от него лично, потому что он сам как человек тоже менялся ведь во время съемок. Мальчик такой девственный, чистый лист бумаги, надо, чтобы его в этих ужасах снимать, он хотел его снимать в постгипнотическом состоянии. То есть, когда он не безвольный, а вот просто у него там оседает необходимая, так сказать, информация, вот это то, что он должен делать, но он нормально функционирует, все. Но когда со второго захода фильм запустился, и появился Леша Кравченко, и после проб, и бесед с ним, и тесты психологические, которые вот и он, и Оля Миронова, значит, прошли, выявилось, что у него достаточно такая мощная внутренняя натура, что он выдержит, что не надо его вводить в это состояние. Но с ним, тем не менее, там поначалу работал и психолог, и педагог по актерскому мастерству. И вот он выдержал. Но надо сказать, что он был примером вообще на съемочной группе по серьезности отношений. Даже актеры уже такие мастеровитые, они брали с него пример, потому что Ильям заставил его похудеть, мало ел, бегал по 10 километров каждый день. Вот, и так все время его держал в таком напряжении. Но там вся группа была в таком напряжении. Там достаточно сказать, что вот в Домжирицах, на этом Березинском заповеднике, уже в конце октября там уже вот такой слой был на реке льда, а мы его разбивали, потому что нужна была вода. Вот, холодрыга была. Батареи у нас были ледяные, мы их использовали как холодильник. Спали, все так спали, значит, одетые и в полушубках, которые нам выдали, длинные такие. И в них вставали и тут же шли на съемки. И, в общем, мы их не снимали практически. Вот в такой вот атмосфере, но это даже, мы потом говорили, что это, может, даже и помогло, потому что когда в разнеженном состоянии, а потом резко переходишь в этот ужас, который мы снимали, это одно. А когда вот все в таком напряжении, ну, это жуткое было напряжение. И бытовое, и вот съемочное, это вот как-то всю группу так мобилизовало очень мощно. 2, 3. Не только боевые патроны были использованы, но и снаряды, потому что это уже вот художник с оператором, звукооператором, когда взрывают пиротехнику, это слабое подобие настоящих взрывов. Слабое подобие. Летит какая-то требуха, там дым, все такое прочее, значит, огонь. Но когда в одних из первых сценах, когда Флёра оказывается вот с Соли в лесу, и вот там, когда бомбежка идет, там взрывали настоящие снаряды. И это сразу чувствуется. Это звук другой, это ощущение другое. Это жуть, вот каким образом оно передается.
это сразу придает такую достоверность невероятную. Очень тщательная работа была проведена над стратегией операторской работы, потому что если поначалу там снимается вот это чуть ли не со штатива начальный эпизод, где двое мальчиков там раскапывают, винтовку находят, потом, значит, как бы партизан-фильм, вот обычные такие сцены, которые, в общем, так сказать, всем привычны в жизни партизанского лагеря, а потом Леша Родионов, замечательный оператор, он снимал только с рук. То есть камера перемещалась, и она должна быть уже на каком-то этапе, про нее забывать зритель должен. Потому что она динамичная, и он все время в движении, он с ней, а тогда это были огромная тяжесть, все это наплечные, так сказать, ремни. И он такой невысокого роста, в общем, но очень крепкий. И вот он с ней бегал. И просто уже через какое-то время зритель забывал про камеру вообще. Подготовка была очень основательная, долгая, с оператором, с художником. Выезжали, там же надо учитывать, что редкий случай, там ни одного павильона. Все снято на натуре. Все в Беларуси, все снято на натуре. Ну, правда, там мы поколесили по Беларуси, но потом вот основные финальные эпизоды снимались в Березинском заповеднике. Вот, и там единственная была достройка, натурная достройка, это вот этот амбар, где сжигают жители деревни. Вот единственное. Это художник Виктор Петров, значит, построил. И это было надо все заранее делать. Естественно, все было раскадровано. «Убейте Гитлера», там, значит, был рефрен такая, стихи были: «Убейте Гитлера везде, убейте Гитлера в себе». Ну, предполагалось, что в каждом из нас живет там и частичка дьявола, и, в общем, надо прежде всего в себе это уничтожить. Так. Слово «Гитлер» в названии фильма категорически не годилось. И уже фильм был готов. И Ильем с Адамовичем, значит, ехали в Госкино. Ильем мне звонит и говорит: «Гера, надо срочно название перепридумывать». Я говорю: «Сколько у меня времени?» Он говорит: 20 минут. Мы приедем, значит, в Госкино, я тебе позвоню. Ну, и я, значит, сначала там начал напрягаться, потом взял Евангелие и мой любимый, значит, Откровение Иоанна, начал листать, и вот уткнулся, просто открыл на этом месте, где вскрывается там 4-я печать, и рефрен идет: «Иди и смотри». Бледный конь там. Я ему говорю, он мне звонит, я говорю: «Иди и смотри». Он записывает это на бумажке. Вот. И их уже приглашают в кабинет. И сидят, значит, все там руководство, Ермаш, там все эти редакторы,
какие-то выдающие там режиссеры. А Илем даже не успел Адамовичу показать. И во время совещания, значит, он Адамовичу эту записку передает. А Ермаш увидел, говорит, ну-ка, дайте мне эту бумажку. Говорит, иди смотри. Годится. Первое восприятие было, когда мы сидели в просмотровом зале, в небольшом на Мосфильме с Леном, и сзади там небольшой зал, и вот здесь окошечки над нами, откуда фильм продюсирует, и там, значит, женщины, которые показывали, и мы слышали, как они там охали, кричали, плакали. Или он говорит, что-то такое, мы чересчур, по-моему. Ну и вообще были, конечно, восприятие было сильнейшее. Ну там дежурили, были случаи и обмороков, потому что сейчас уже многие привыкли, и так вот этих обилия, так сказать, сцен насилия уже так очерствели зрители. А тогда это было сильнейшее впечатление, не говоря о том, что вот в Германии там вообще это производило ужасное впечатление, сильнейшее. И протесты были, и потом и каялись они там, в общем, в основном вот его кинематографисты очень высоко оценили. В Западной Германии, там, говорит, Лем рассказывал, он ко мне подходит один, говорит, вы знаете, я воевал на Восточном фронте, там, в Белоруссии, дошел до Белоруссии, был в Польше, там все. И говорит, все, что вы показали, правда. Но я об этом старался забыть и никому не говорил. Но теперь, говорит, я не знаю, мои дети увидят, и я не знаю, что им сказать. Вы знаете, он долго сомневался, идти ему или не идти на эту работу, советовался. Вот тогда были романтические такие, так сказать, настроения и ожидания, и мечты, что вот сейчас он, как наиболее пострадавший, в общем-то, так сказать, из всех кинематографистов, он мечтал вот дать свободу творчеству, так сказать, разрушить этого монстра Госкино, который душил на самом деле очень много. Он проработал 1,5 года, полностью вымотался. И потом вот этот романтизм начал потихонечку исчезать, потому что стали все понимать, что куда-то не туда все поехало. Он мне говорит, я отравился человеческим материалом. Разрушили, значит, стену, посмотрели в зеркало, а пришли к себе, что ты должен измениться. Вот то, что ты там изменил, что-то там сломал, что-то переделал, а от этого человек не изменился. И там на смену вот этим романтикам пришли жесткие прагматики, деньги и все. Диктатура цензуры заменила диктатура денег, которая оказалась намного жестче и коварнее и разрушительнее. Бабуля, ты нам еще нарожаешь! Много лет выжидаемый и выстраданный фильм «Иди и смотри» делался в то время, когда вот угроза ядерной войны, она была тогда витала в воздухе. Потом какое-то время она как бы перестала быть такой актуальной. А сейчас, в последнее время,
когда вот сейчас напряженность такая, и все стрелки, как вы знаете, подвинулись к 12, и все больше и больше вот настроений, разговоров про то, что близится вот этот апокалипсис. И в связи с этим вот эта актуальность предупреждения об этом апокалипсисе, чем это грозит, он становится актуальней. Тем более он, как говорится, был сделан не на потребу какого-то времени, как часто делаются фильмы, там, актуальные на то время, а потом эта актуальность исчезает. Он сделан на все время.